Всем привет, сегодня не совсем обычное видео, потому что я хочу показать что-то интересное, что-то, о чем я уже знаю достаточно давно, но только сейчас решил разобраться, можно ли этому научиться и стабильно использовать, или же это просто баг, который я очень редко наблюдал во время игр. Я не знаю ни одного игрока, кто бы этим пользовался или знал об этом. То, что я сейчас покажу, действительно уникально, требует хорошей механики и понимания, в каких ситуациях это можно применять. Речь идет об одном из главных PvP элементов игры — дэше. С этого момента то, что я сейчас покажу и возможно в дальнейшем будут использовать хорошие игроки, будет иметь название Алекс Дэш в честь моего никнейма. Так что же такое Алекс Дэш? Давайте посмотрим. Успели понять, что произошло? Давайте замедлим видео. Как вы поняли, во время дэша я меняю направление и таким образом могу вернуться почти в исходную точку. Именно это и называется Алекс Дэш. Кто-то скажет вау, кто-то спросит, а в чем смысл? Это хороший вопрос. Это действительно очень ситуативный дэш. Постоянно им пользоваться нету никакого смысла. Давайте я сейчас объясню и покажу, в каких ситуациях его можно использовать. Ну, помимо ситуации, когда вы просто хотите заработать очки стиля, красиво увернувшись от атаки противника. Например, как в этом видео. В каких ситуациях можно использовать Алекс Дэш? Если вы обладаете достаточно хорошей реакцией и вы всегда ждете возможности, чтобы наказать противника, то это очень хороший дэш против скиллов, которые направлены на сближение. Если вас это не впечатлило, то посмотрите, как круто выглядит уворот справа налево против скилла Санджа. Почему именно Алекс Дэш так хорош против этих скиллов? Давайте попробуем увернуться от этих же скиллов обычным дэшем и мгновенно наказать противника. Как вы видите, когда мы делаем обычный дэш, мы сильно отдаляемся от противника и даем ему больше времени, чтобы восстановиться и избежать нашей контратаки. Более того, есть риск, что противник после такой контратаки сломает нам лицо. Когда вы делаете Алекс Дэш, вы не только уклоняетесь от атаки, но и остаетесь максимально близко к противнику, чтобы его наказать. К слову, Алекс Дэш может помочь вам увернуться и от базовых атак противника и наказать его при должном везении. Помимо того, что Алекс Дэш эффективный в определенных ситуациях, он еще и очень эффектный. Хотя, возможно, противник даже не поймет, что вы сделали Алекс Дэш, поскольку в динамике игры увидеть это достаточно тяжело. В этом тоже есть своя прелесть. Кстати, Алекс Дэш можно сделать не только вперед-назад, влево-вправо, но еще и сделать угол 90 градусов, или во второй половине дэша двигаться по диагонали. В целом угол 90 градусов несет ту же функцию, что и обычный Алекс Дэш, а вот с движением по диагонали все иначе. Области применения у этого дэша как таковой нету, поскольку он уже больше похож на обычный дэш. После того, как вы узнали, что такое Алекс Дэш, вам, наверное, стало интересно, как его делать. Скажу сразу, возможно, процесс освоения будет не быстрый, напряженный и раздражительный. Если вы новичок или неискушенный PvP игрок, то вам тренировать это не надо. Давайте приступим к обучению. Вам необходимо направить стик в одну сторону, нажать Dash и сразу же после этого направить стик в противоположную сторону. Вы должны научиться чувствовать этот момент. Никаких легких путей здесь нет. Единственное, что лично мне помогает лучше чувствовать, это удержание дэша во время того, как я меняю направление стика. Сначала тренируйтесь делать справа налево, слева направо. Это проще, чем вперед-назад, назад-вперед. Возможно, это из-за неудобства инпутов на клавиатуре. Вполне вероятно, что двигать стик пальцем на телефоне или тем, кто использует геймпады, будет легче, чем мне. Алекс Дэш очень тяжело сделать, когда ты стоишь на месте. Особенно в реальном бою, особенно когда у тебя не идеальный пинг. Если ты хочешь удивить противника и стоя на месте сделать Алекс Дэш, то это будет тяжело, потому что ты должен не только среагировать, но и продемонстрировать хорошую механику. Сделать Алекс Дэш с места гораздо тяжелее, нежели когда ты уже движешься в какую-то сторону. Поэтому я рекомендую всем, кто учится делать Алекс Дэш, делать его на бегу, а не с места. Хочу отметить, что в случае, когда вы находитесь рядом со стеной, то против таких скиллов, как телепорт Санджа или Кавендиша, использовать Алекс Дэш совершенно не нужно. Можно просто сделать дэш в стену и наказать противника. Алекс Дэш вам понадобится против таких скиллов в случае, если вы находитесь далеко от стены. В целом у меня на этом все. Пишите комментарии, очень интересно узнать ваше мнение о теперь уже моем уникальном дэше. Спасибо за просмотр и всем пока.